Thank you. Это такое новое нечто для вас. Но я думаю, что вам должно понравиться. Пока твой байк стоит законсервированным в гараже, ты волей-неволей начинаешь задумываться о путешествии в какую-нибудь тропическую страну, где мотосезон в самом разгаре. Мой выбор пал на Индию. Индия – это страна контрастов. Богатство и бедность, величественные древние храмы и грязные трущобы смешались в одном государстве и сосуществуют в странном, непостижимом уму балансе. О каждом городе континентальной Индии можно долго рассказывать, и рассказ получится интересным. Но мне хотелось поколесить по побережью, и я отправился в известный на весь мир туристический штат Гоа. Нигде в Индии вы не найдете такого количества древних католических церквей, а в прибрежных джунглях еще сохранились руины фортов. Но хватит истории. Я уже прибыл на место, а значит, настало время раздобыть себе байк. Good day, my friend. So can we come to Arambol on the bus stand near bike garage? Okay. I need to rent a bike. Thank you. Арендовать байк или скутер в Гоа проще простого. Вывески можно найти на каждом углу. На индийском рынке не так много производителей мотоциклов, и особняком стоит местный бренд Royal Enfield, унаследовавший и развивший конструкторские решения британских марок Triumph и Ariel. Okay. Here we go. Yep. Okay, no change. No change. Okay. Good day. Hello. Hello, guys. Yes. I'd like to rent a bike. Yes. Yeah. Can you please show me the bikes you have and explain the difference? Yeah, I got some bikes over there. Okay. Okay. There is this one. This Bullet. This 350 Electra. 350 Electra. Тяжелая, непонятно, классика, но... And can I sit on other? Yeah, Just to there is two compare? more there. Two more there. Okay. One Thunderbird 550, one there the classic Chrome. Yeah, this is больше похоже на классический чоппер, посадка как у Драги или Shadow. You can try also that one. That one? Okay. This is classic also. This is classic, yeah. 500 Okay. classic. Ну да, классика похожа на тот, в принципе, но немножко отличается посадка по высоте руля. Ну, кстати, они не очень тяжелые. Но мне привычнее ездить на чопперах. Так что, наверное, I'll take this one. This one. Я выбрал 500-кубовый Thunderbird. Цена за аренду такого байка может варьироваться в зависимости от его состояния и срока аренды. Чем дольше срок и чем старше байк, тем дешевле. При желании можно еще и поторговаться, но меня цена устроила. Ну что, поехали. Первым делом я отправлюсь в прибрежное кафе, где мы договорились встретиться с Александром Муном, моим старым другом и артистом шоу-группы «Стигма». Ребята делают грандиозное световое шоу с использованием лазеров, светодиодов и огня. Хотя сейчас мы встречаемся совсем по другому поводу. Нас с ним ждет полет на парапланах. Здорово, старик. Чё как? Будешь что заказывать? Сейчас официанта позовем, я думаю, что он мне все закажет, что нужно. Ну чё, давно вы здесь? Несколько месяцев уже. Работаете прямо? Да, батрачим. Больше, Ясно. чем в России. Слушай, а ты до этого летал на параплане уже? Я летал, да, а ты? Нет.
Сегодня будет возможность. А вы скажи, вы всем шоу здесь сейчас? Ну, практически все. У нас здесь 6 артистов. 6 4 у нас артистов? в России, да, 6 здесь. И вы Да, по мы очереди, шоу да, придем. получается, выступаете? Ну, в два состава. Мы захватываем просто пространство. Сначала один состав приезжает, работает на одних точках, приезжает другой состав, захватывает другие точки. И так мы как бы распределяемся пока. А у вас есть какая-нибудь программа, где вы все задействованы? В России, да. В России, здесь да? очень редко это бывает. О, привет! Здорово. Здорово! Здорово. 100 лет, 100 зим. Че, вылетать собрались, значит? Да, я первый раз полечу, мне прям страшно. Ну да. Я второй. В принципе, это такое новое нечто для вас. Но я думаю, что вам должно понравиться. Мне никогда еще не доводилось летать на параплане, и от одной мысли о полете у меня захватывает дух. Получасовой подъем в гору в 40-градусную жару тоже то еще испытание. Не представляю, как Рам тащит свой рюкзак с крылом. С Геркарвады открывается потрясающий вид на побережье. Плюс на побережье дует сильный ветер, и может показаться, что не так уж жарко. Но это впечатление обманчиво, можно запросто словить тепловой удар. Я лечу в первый раз, Саша во второй, поэтому мы полетим с инструктором. Цена вопроса 2000 рупий, а полет может длиться от 5 до 20 минут, в зависимости от ветра. Но хватит слов, просто посмотрите. Это было круто. Объяснять бесполезно, проще один раз полетать. На этом с Сашей я пока прощаюсь. Меня зовет дорога. Мы отправимся на север, в соседний с Гоа штат Махараштра, где в прибрежных джунглях сохранились практически нетронутыми руины форта Яшвантгат. Форт Яшвантгат, называемый у местных Реди в честь ближайшей деревушки, был построен в 16 веке и в разное время принадлежал народу маратхи, португальцам и британцам. Мне сказали, что его руины неплохо сохранились в джунглях. Что ж, посмотрим. Джунгли захватили форт, как захватывают города в постапокалиптических фильмах. Деревья растут прямо на камнях, местами постепенно разрушая крепостную стену. Ров и колодец давно высохли, но хорошо сохранились. Сложно описать эмоции, которые переполняют тебя, когда ты разгуливаешь по руинам древнего форта, поглощенного джунглями. Здесь можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. С крепостной стены открывается живописный вид на Paradise Beach, где в океан впадает неглубокая речка Тирода и расположилось небольшое рыбацкое поселение. Форт Яшвантгат оставляет неизгладимое впечатление. Я обязательно как-нибудь вернусь сюда, но сейчас мне пора ехать дальше.
Я слышал, что иногда у дороги можно увидеть продавца сока из сахарного тростника. И решил найти такое место. Can you make me one sugar cane, 1 cup of juice? Okay, this is ready. О, вот он. Безумно сладко, немножко приторно и отдает немного травой. По вкусу немножко чем-то напоминает ревень, созревший такой сладкий. Эй! Тут так все время. Отличная штука. Освежает, но слишком сладко. Окей. Here we go. Thank you. Подкрепившись, я отправился дальше на север. Но у моего пути не всегда есть какая-то конечная точка. Мерный рокот мотора, запах бензина, ветер в лицо, вьющаяся серая лента асфальта и целый мир под твоими колесами. Это глубокая медитация, в которой все становится просто и понятно. Каждый, кто хоть раз путешествовал на мотоцикле, знает, что дорога – это и есть самое главное удовольствие. Смотрите в следующем эпизоде.